Всем привет, меня зовут Саша Saintrider, и вы находитесь на канале Flowform, посвященному созданию музыки на мобильных устройствах. И как всегда, компания Bliss не перестает радовать новинками креативных инструментов. На этот раз это мощнейший набор с 11 эффектами. Управление происходит при помощи степ-секвенсора. А название этому чуду — Motion FX. Творческий потенциал у этого плагина просто безграничный. Саунд-дизайнерам must have. Также сегодня я разыграю 4 бесплатных кода на этот классный плагин. Для участия необходимо подписаться на мой канал, поставить палец вверх к этому видео, обязательно написать комментарий под видео и быть подписчиком iOS-комьюнити музыкантов Мус-Яблоки. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Через несколько дней рандомайзер выберет 4 случайных комментария, и я напишу список победителей. Большое спасибо Bliss за предоставленные коды для розыгрыша. Ну что, давайте начнем обзор. Перед началом изучения плагина давайте послушаем, как звучат встроенные пресеты. Изучать плагин мы будем на примере одного из моих проектов, который я создал через AUM. Давайте послушаем. Тут есть дорожка с бочкой, хай-хет, снейр, мелодия и бас. Добавляем Motion FX на мастер-канал. Как всегда, у Bliss интерфейс интуитивно понятный и очень простой. В верхней части плагина мы видим 11 эффектов: Low Pass, High Pass, Band Pass фильтры, Volume, Panorama, Pitch, Frequency Shifter, Ring Modulation, Warm, Crusher и Delay. Как вы уже, наверное, заметили, интерфейс у всех плагинов примерно идентичный. Есть, конечно, свои отличия, но в целом функции очень схожие. Ну, естественно, работает это все абсолютно по-разному. По центру мы видим 16-шаговый секвенсор. Ручка Length определяет количество шагов от 4 до 16. Следующая функция — это Resolution. Это скорость, с которой будет воспроизводиться шаг. Сверху мы видим вот эту точку, тянем за нее. И вот, по сути, создается вот такая автоматизация Low Pass фильтра. Снизу мы видим кривую рисунка, которую мы будем рисовать. По умолчанию выставлен режим цепь. Каждая последующая ячейка состыковывается с предыдущей. То есть, допустим, если я первую меняю, то мы видим, как последняя вместе с ней состыковывается вот в этой точке. Допустим, вот такой режим рампы, а также пилообразная форма, такая мягкая, огибающая и просто линейно огибающая. Если мне нужно все остальные 16 шагов сделать точно такой же, как и первая, я зажимаю на первый вот этот слот, тяну вправо, и вот они становятся все точно такими же. Если, к примеру, я выберу вот здесь вот такую пилообразную форму и хочу, чтобы предыдущие 3 были тоже пилообразные, тяну вправо. И вот они получаются вот такие зубчатые. Послушаем, как это звучит. Далее кнопка Snap Off означает, что все наши огибающие сейчас работают в произвольном режиме, то есть мы можем настраивать сколько хотим по герцам. Вот мы видим в правой части шкала герц. Я включаю кнопку Snap, и вот теперь мы видим, что они примагничиваются к определенным значениям. 10 кГц, 1 кГц, 100 Гц и 20 Гц. И кнопка Reset, которая сбрасывает всю огибающую по умолчанию. Вот этот параметр называется Smooth. Он создает более плавный переход между автоматизациями. Послушаем, как он звучит. Да, звучание становится более мягким, более сглаженным. Выставлю фильтр, допустим, на 1 кГц. И следующий параметр — рандомизации. Послушаем, как это работает.
И параметры Mount, отвечающие за влияние плагина, то есть количество подмешивания обработанного сигнала. Ручка резонанс усиливает точку среза фильтрации. И последний параметр Mix — это ручка Drive-Add, сухой обработанный сигнал. Ну вот, по сути, мы изучили все основные органы управления, но обратите внимание, что, переключаясь по различным эффектам, все параметры секвенсора сохраняются. То есть прописана автоматизация в режиме Low Pass звучит так, а в режиме High Pass вот так. Band Pass. Но если у фильтров, допустим, органы управления практически идентичные, то, допустим, в эффекте Volume мы видим, что, например, ручки резонанс нет. В режиме Pitch есть ручка Grain Size, а также дополнительные настройки сетки. Frequency Shifter тоже свои параметры, Ring модуляция свои параметры. Послушаем, как они звучат, и дополнительно разберем их. Эффект Volume — это не что иное, как ручка громкости. Можно получить очень много интересных эффектов, начиная от сайдчейна, эффекта статор и так далее. Вот, допустим, прорисовав вот такой рисунок в эффекте Pan, мы слышим, что переход между левым и правым каналом происходит очень резко. И ручкой Smooth мы можем сделать это более плавно. Послушаем, как звучит Pitch. Помимо самой высоты тона, здесь есть еще параметр Grain Size, то есть количество гранул обработки. Если прежде вы не слышали, что такое гранулы, рекомендую посмотреть мой обзор на плагин Bliss Granulizer. В этом обзоре я подробно рассказываю, что такое гранулы и как с ними работать. В данный момент Pitch работает по хроматике, то есть от 0 до 12 и до минус 12 полутонов. Можно поставить, чтобы выбраны были только мажорные ступени. Нажимаем кнопку Snap, послушаем, как это звучит. И в миноре. То есть таким образом секвенсор начинает работать по минорным и мажорным ступеням. Послушаем, как работает Frequency Shifter. Кольцевая модуляция. Blockworm — это не что иное, как сатуратор. Послушаем. Ручка Drive усиления. Плагин Crusher — цифровой дисторшн. Послушаем. Ручкой Mount мы понижаем эту битность. И последний эффект Delay. Это, по сути, микродилей. Вот мы видим, что он работает от 0 до 50 миллисекунд задержки. Убираю ручку Feedback на 0. Добавляю Feedback. Выберу сетку 8 шагов. Включаем режим пинг-понг. Ручка стерео расширяет сигналы влево и вправо. Вот такой интересный плагин MotionFX. Огромное спасибо Bliss за столь интересный креативный эффект. К сожалению, нет возможности использовать эти эффекты одновременно, но зато, так как они используют ресурсы процессора минимально, можно просто добавлять их в слоты эффектов столько, сколько понадобится. Если это видео было полезным и интересным, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы следующее видео не пропустить. Ну и, конечно, не забывайте писать комментарии. Ну а тем, кто желает поддержать мой канал материально, ссылка на донат в описании под видео. Всем спасибо за внимание. С вами был Саша Saint Rider.
До новых видео.